Я Митя Зиновьев. Мы едем на Burning Man, я надеюсь. Нам нужно провести в безопасности целую неделю в пустыне. Условный набор выживальщика, я его так назвал. Коктейль Bloody Mary, еще пиво и Red Bull. Это Невада, пустыни, горы. Доброе утро. Выспались? Друзья мои в Рино остановились на ночь, потому что вчера вечером начали ухудшаться там дорожные условия и погодные условия. Уже ощущаем последствия пожара в Калифорнии, который, в принципе, ставит под угрозу всех. На плае затянуто дымом все. Все, что вокруг озера Тахо, в срочном порядке эвакуируют людей. Не понимали вообще, выезжать нам сегодня в пустыню или нет, потому что очень сильно затянуто небо дымом. Весь город Рино забит в пожарных и в спасателях. Тут 35 километров, 35 миль, вернее, до озера Тахо. Это там, где горит. Мы едем чуть в другую сторону. Надеюсь, ветер встречный будет. Ну, конечно же, мы собирались долго в эту поездку, но все равно не готовы полностью, поэтому нам нужно еще заехать в пару туристических магазинов для того, чтобы докупить кое-какие мелочи походные и смело на всю неделю ехать в пустыню, чтобы уже никуда не дергаться оттуда. Почти закончили, докупили все необходимое, осталось купить еду и можем ехать. Мы все еще в Рино, и очень важной частью Burning Man есть, конечно же, костюмная вся история. И вот костюмы у нас есть, но в них нужно добавить немножко света, немножко какой-то дичи, и поэтому мы приехали в магазин Junkie Clothes. Там можно выбрать все, что угодно. Пойдем посмотрим. Максимально неудобные очки. Нельзя пайетки, нельзя вот такие перышки, вообще нельзя все, что сыпется, чтобы не оставлять след на плае, потому что leave no trace. В свадебном платье можно? В свадебном платье? Да, кстати, очень многие на плае организовывают свадьбы, и даже я читала в этом Берне, ребята едут, чтобы церемонию сделать. Так что да, наверное, можно. Я не могу выбрать. Мне нравится и скафандр, и шляпа, и фуражка. Ну, может быть, все купить на каждый день? Так годится? Вот это вот надежно, но очень тяжелое. Или пусть я буду римский легионер. Как думаешь? Давайте вот, знаете что? Я видел там классную рубашку цветастую. Вот так вот по диагонали. По-моему, хорош. Я даже сам себе нравлюсь, ребята. Нравится? Класс. Мне тоже. Я нашел вариант. Я готов. Люди тоже собираются, да. И самое интересное, что мы с ними увидимся через пару часов в пустыне. Если честно, я давно не видел, чтобы так люди заморачивались. Причем люди заморачиваются всем мелочами, костюмами, велосипедами. Они обвешивают гирляндами костюмы, они вшивают их в одежду. Оно все сияет. Я вот прям был очень удивлен, что народ так заморачивается. И везут по несколько комплектов этих костюмов. То есть если мы проходили в комбинезонах своих все это время, то там ребята везут чемоданы, чтобы каждый день у них был новый костюм. И это прям вот, очень прикольно. Очень интересное общение было с одной барышней, которая хозяйка магазина костюмов. Меня зовут Джессика Шнайдер, и я хозяйка магазина и обмена одежды Junkie в Рино, Невада. Burning Man приносит нашему городу много прибыли, и нам его очень не хватало в прошлом году, во время пандемии. Я не ожидала такого количества народу в моем магазине в этом году, но у нас аншлаг. Мы работаем уже 13 лет, и Burning Man – это мое любимое время года, потому что мы знакомимся с людьми со всего мира. Они очень приятные, они счастливые, заряженные, они едут на тусовку. И да, в плане выручки это точно мое Рождество.
Как сказал мой друг Ростик Русаков, который по совместительству в этот раз являлся моим проводником, вы, ребята, должны позаботиться о комфортном передвижении по пустыне. Это велосипед. Рега, что по велосипедам, скажите? Да по велосипедам тут выбор есть, но Денег нет. очень небюджетно получается, да. Ну, потому что там, один велосипед от там, более-менее хорошего качества 150 и выше. Можно взять бэушные, но это кот в мешке. Ну, цена в 2 раза меньше, но не факт, что они выдержат. Да я беру вот этот. Он не сломается. Нам минимум нужно 3, да? Мы таки нашли велосипеды, и там, несмотря на то, что мы сильно выбились из бюджета, мы таки купили 3 велика, но это были не новые велосипеды, а это были бывалые велосипеды, бэушные, которые, в принципе, были уже на Burning Man. Их не выбрасывают, их донатят, условно говоря, веломастерской, которая потом их приводит в порядок и продает по заниженной стоимости. Если бы я выбирал такой велик, я бы искал что-то очень простое. Что-то типа такого круизера, у которого один тормоз и практически нечему ломаться. Пустынный человековоз – это специальный велосипед для Burning Man. Это значит, что у него 2 накачанных колеса, минимум 1 передача и 1 тормоз. Мы не хотим, чтобы люди покупали такие велики и ездили по городу, на работу там или еще куда, потому что они для этого не годятся. Они подходят только для передвижения по пустыне во время Burning Man. Что мы теперь являемся владельцами 3 замечательных плая-байков. Помчали? О! Получилось. Так. Нужен ремень по-любому. Я хочу пожрать. Мит, что ты там понабирал снова? Нам же нужно как-то выжить в пустыне. Поэтому вино, Поэтому, да, и лед. Есть такое. Какой счет примерно вышел? $500. Покупали вот все, что может не испортиться за это время. Это консервы, это сосиски, это хлеб, это овощи, фрукты, это вода, это алкоголь, конечно. Ребят, сколько тут литров воды? Напишите в комментариях. 24 галлона на 3,76, 72. Третьих от 24 это 16, 72 и 16 это, соответственно, 88 литров примерно. Мы даже чуть-чуть перебрали, чуть-чуть с запасиком. Вот то, что нам нужно сделать с нашим автомобилем. Они заклеили все оконные проемы. Собственно говоря, вот мы будем делать с нашей машиной то же самое. На это нужно потратить еще какое-то время. Сэр, мы знаем, куда вы собираетесь. Ну да, логично. Вы тоже? Да. Меня зовут Томас, я из Канады. Сейчас живу в Дубае. Но я возвращаюсь. Мое главное событие в году. Каждый год с тех пор, как я начал ездить. И я буду приезжать на Burning Man каждый год, независимо от того, в какой точке мира я нахожусь. Он дает тебе веру в человечество. Мы тратим довольно много времени на подготовку к Burning Man. Особенно в наш первый раз, который был 4 года назад. И даже сегодня, и последние пару недель. Это мы решили ехать в последний момент. Это уже наша 4-я парковка за день. Закупаем все необходимое. И в этом году будет немного сложнее, чем обычно, поэтому мы хотим быть уверены, что взяли все, что может понадобиться. Приблизительно на 2 человек, если вы хотите RV, туалеты, все красиво и удобно, включая электричество и расходы на кемп, это 20 штук. Конечно, можно купить билет за $400 и жить в палатке, если захотеть. Но моя жена отказывается спать в палатке, так что мне приходится арендовать этого зверя. Я помню первый раз, когда мы поехали. Нам, естественно, не нравилась вся эта грязь, потому что мы такими грязными никогда не были. Но потом ты приходишь к точке принятия. И это место, оно магически особенное. Весь этот песок, в нем что-то есть. Если бы они устраивали Burning Man на лугу возле реки, это и близко бы не было к тому опыту, который ты получаешь посреди пустыни.
Прекрасный хаос. Увидимся там. Пока. Я сейчас это делаю, потому что на плае очень пыльно. Соответственно, по-хорошему, надо бы законопатить полностью все возможные варианты попадания пыли в салон для того, чтобы комфортно было находиться в машине. Это раз. И два, нам машину придется отдать чистую. И чем меньше она запачкается, тем легче нам будет после пустыни это все дело отмыть и передать хозяину. Делаем мы это синим малярным скотчем. На самом деле в Америке, я никогда не думал, но у них есть целых 3 вида малярного скотча. Желтый, синий и оранжевый. Или зеленый, да, не оранжевый, зеленый. Все бывалые собаководы говорят, что надо использовать именно синий, потому что он не такой липкий и, в общем-то, как обычный скотч. Он оставляет просто следы клея на поверхности, и этот клей потом тяжело отмывать. Подъезжаем к пустыне. У нас есть фактически 4 дня для того, чтобы провести там с пользой время, для того, чтобы пообщаться с опытными бёрнерами, с мэрами кемпов, с ребятами, которые имеют опыт производства и логистики, монтажа арт-объектов в пустыне. Очень хочется понять, на какое поле с граблями мы бежим, потому как скрытых моментов очень много, которые можно просто не учесть. Закат обалденный. Подошли только что ребята, тоже едут на Бёрн, тоже на РВ, и говорят: слушайте, мы все купили, только забыли малярный скотч. Можете дать, пожалуйста, у вас есть пару рулонов? У нас как раз осталось 3 рулона, мы все замотали. Я им отдал 2, они счастливые клеют себе окна. Увидимся на плае. Увидимся. Скажи, пожалуйста, а сколько раз ты был на Burning Man? Это мой 4-й раз. А если не секрет, сколько примерно денег нужно на подготовку? И еду, транспорт? Я бы сказал, на еду и лагерь это довольно гибкая история. Можно потратить очень много. Но я бы сказал, минимально ожидай потратить $2000 на первый раз. Можно и бюджетнее обойтись, одолжить снарягу у друзей. А можно покупать какие-то сумасшедшие велосипеды и потратить сотни тысяч долларов. Люди туда на частных самолетах летают. Так что все зависит от твоих желаний. Спасибо. Все, пока-пока. Увидимся. Я, в общем-то, не большой любитель фестивалей как таковых. Меня никогда раньше не впечатляла история с кемпингами, с палатками. Я никогда не пытался ворваться в эту всю движуху, там, сутками пить алкоголь, слушать музыку, тусоваться. Никогда такого. Были какие-то моменты, но я все-таки больше люблю комфорт и чуть более спокойные мероприятия. А тут вот сейчас картинка перед нами открывается. Я понимаю, что перед нами еще пару десятков таких кемперов едет, полностью экипированных, для того, чтобы в Бёрне там нормально себя чувствовать. И это прям такой кайф. Мне реально быстрее хочется туда попасть, потому что это очень круто. Хоть это и посредине пустыни, но я думаю, что мы доедем. Там всего 3 въезда, и 2 из них свободные, и просто заезжай и едь, а один из них коварный, потому что пустыня мокрая. То есть сверху она сухая, коркой такой покрыта, а под коркой сантиметров 10 влажного грунта. И там туда вот только так сейчас один за одним неопытные бёрнеры заезжают, и потом их
забирают оттуда спасателей, а машины оставляют до лучших времен. Когда мы подъезжали к съезду с основной дороги в пустыню, был очень интересный момент, потому что ребята говорят, ну что, готовы к отсутствию связи? Я думал, что связь там, она все-таки есть, но она отсутствует полностью. Для меня это стало небольшой такой неожиданностью, что ее вообще там нет, просто перед съездом в пустыню. Поэтому мы остановились, пришлось постоять 15 минут, потому что я просто посидел, потупил в телефоне, я написал всем, что меня не будет там какое-то время на связи вообще. А когда вот уже заехали в темноту, съехали в никуда, у меня на горизонте, я видел, что там есть какой-то населенный пункт, я понимал, что нам вот куда-то вот прямо. Я не ожидал на весь горизонт, слева направо полностью огни, свет, салюты. То есть я реально думал, что это просто вот там где-то какой-то город. Нет, это Burning Man. Кемп – это единомышленники. Подумать, Подошли какие как зоны. к строительству любого стартапа, Ну наверное, да. любой компании. Чем бы ты ни занимался, ты обязательно найдешь где-то 100-200 таких же идиотов, как ты. Подготовка к следующему берну, как это обычно, начинается сразу же после предыдущего.